Общий расклад Таро и его чувства к вам сегодня. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я хочу сделать для вас гадание онлайн на картах Таро на тему отношений загаданного мужчины, женщины. Ну, вообще больше на мужчину, конечно, но мужчины тоже могут посмотреть на ситуацию со стороны. По традиции мы начнем с того, что посмотрим вашу ситуацию и попытаемся понять, кто пришел на расклад, с какой ситуацией, что происходит, ну и приоткрыть тайны ваших отношений сегодня, прямо сейчас. Первая карта — вдова. То есть, в принципе, ситуация может касаться женщины, которая овдовела, или женщины, которая что-то потеряла. Например, теряет отношения, теряет веру, теряет уверенность, да, тоже теряет самоуверенность, теряет силы. И, может быть, есть такое какое-то ощущение темных энергий, энергии смерти, энергии разлуки, энергии печали. Вдовство еще как бы может намекать на ситуацию в семье. Намекать пока что. Давайте дальше. Ой, что-то у нас прям сегодня такие красные горячие тайны, как горячие пирожки. Есть некий таинственный человек, то есть есть некие тайны или, вообще инкогнито — это тайна, да, или под покровом неизвестности, да, что-то происходит. Но здесь как минимум либо вы теряете что-то и не знаете об этом, да, в ваших отношениях, да? Либо ваш партнер что-то делает тайно, и вы ему может быть не доверяете или теряете доверие. Вот так вот. По-моему, у меня пока что идет больше, да, если вдову превратить в ситуацию, да, как таковая вдова, это может быть просто ситуацией, то доверие мужчине теряется, как минимум, да, потому что мужчина как-то ведет себя таинственно, загадочно или делает что-то от вас в тайне. Но вы это чувствуете, а выразить словами не можете. Да? Видите, тайна — центральная карта. Да, действительно, мужчина у вас какой-то загадочный, таинственный, непонятный, теряющий доверие, да, и может быть что-то скрывает от вас и при этом пытается спрятать лицо, да, то есть по сути глядя в глаза своему партнеру, вы ему или не верите, или не доверяете, да, или не уверены в нем. Вот видите, вот так тоже можно пока что, да, сориентироваться по ситуации. Да, тайна есть центральной картой в ваших отношениях. Давайте еще что происходит. Тут есть либо религиозное что-то, да, связано с религией, либо какой-то священнослужитель, либо человек, который может, с одной стороны, казаться святым, а с другой стороны казаться темным, да, или, не очень чистым, да. Но, может быть, вы каким-то таинственным образом потеряли связь с мужчиной. И священник есть просто как проводник для вас. Как проводник для вас в высшие миры, где вы пытаетесь связаться с этим мужчиной, наладить с ним связь. То есть, как минимум, либо вы не верите этому мужчине, либо не знаете, где он, да. А может быть и то одновременно. Священник здесь, скорее всего, проводник. Почему-то у меня так, да, открывается эта карта. И все это может дойти до безумия, это дальнее будущее, да, и попахивает безумием, кажется, что это безумие. Да. Что-то у меня даже есть тут такой какой-то привкус. С одной стороны, да, этот расклад актуален для тех, кто
потерял вообще мужчину, а с другой стороны, тот, кто теряет мужчину и не доверяет ему, то есть теряет доверие и таким образом теряет, да, отношения. Ну, есть здесь такой аспект подозрения. Подозрение мужчине, недоверие ему, и мужчина может оправдываться. Эта ситуация может сводить вас с ума. Прямо, да. Ну что ж, безумие просто так не выпадает, да, в расклад. И вдовство. Две карты, которые как бы с одной стороны заставляют вас держаться за эти отношения, а с другой стороны доводят до какой-то крайности. Именно крайности, смотрите. Священник, да, и этот инкогнито. Они как-то симметричны, что ли, эти две карты, или схожи одна с другой. Давайте еще посмотрим. Тайна вдовства. Тайна вдовства. Тайна или тайная вдова, да. Или тайна вдовы. Вот, тайна вдовы. В тайне вдовы кроется обман. Кроется обман. Но тут почему-то у меня идет такое, что то ли вдова вас обманывает, то ли вдову обманывает кто-то, да? Хорошо, но обман это такой тут немножко с дьявольским акцентом, да, или с чем-то темным. Под покровом неизвестности, инкогнито, да, таинственности или скрытости. Что скрывается? Скрывается мужчина. И этот мужчина воин. Ну, тут просто воин выпадает, но он может и быть воином, да, военным. Или воином по характеру, или нести какую-то потенциальную угрозу. Что скрывает центральная карта, центральная тайна в ваших отношениях? Ну, здесь не без магии, здесь ритуал. Есть некий таинственный ритуал, который может быть замешан на эгрегорах религиозных, а может быть на эгрегорах, которые недоброжелательно настроены к вам, на темных агрессивных эгрегорах. Здесь некая агрессия все-таки есть в этой карте. Что со священником? Священник, скорее всего, лечит душу, лечит тело. Это лекарь какой-то. И это какой-то человек, который, ну, может быть, пытается разобраться в чем-то, может пытается вас защитить. Может пытается, ну не пытается, а может быть, может, вот слышите, да, может быть, может каким-то образом или ослабить боль физическую, душевную, или не допустить усиления боли, да, травма. Ну, это больше как лекарь, да, такой. Ну и что за безумие такое? Смотрите, все красные карты выпадают. Безумие, тут колдун, ритуал прям выпадает, и это травмирует. Смотрите, прямо карт красных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 карт из 10, из 12. Ой, из 10, извините. Ну, 70% красных карт. У вас 70% предупреждения идет. Как минимум, есть некая ложная обман, да? Ложная потеря, ложная утрата. Ложная утрата, потеря. Потому что вдова это потерять. Ложная утрата. Есть тайный ритуал. И есть таинственный ритуал, который связан с мужчиной. Идет, может быть, от мужчины. И здесь есть какой-то, вот знаете, как будто бы здесь двое мужчин. Один мужчина таинственный воитель, а другой явный целитель. Наоборот, видите, как здесь красное белое, а здесь белое красное. Таинственный воитель, явный целитель. Но, может быть, это в вашем случае, вы уже сами напишите. Вот этот инкогнито и вот этот священник, это одно и то же лицо, или это двое разных людей?
Такое может быть, что просто вот этот инкогнито и есть этот священник, но тогда он действует тайно, и он тогда вас защищает. Вот. От кого, от чего он вас защищает? Скорее всего, защищает от безумного колдуна. Вряд ли это колдуница, но если вы знаете, что, ну или подозреваете некую вдову, да, которая может на вас колдовать, и неважно, кто вы тут, мужчина или женщина, тогда он вас защищает от безумной вдовы. Ну а если вы вдова, тогда от безумного колдуна или от безумного колдовства. Вот такое вот, ого, нифига себе. Сперва смотрели чувства мужчины, да, а тут на тебе. Но это может быть просто фон, на котором разворачиваются ваши отношения. И сейчас мы попытаемся разобраться, что думает, что чувствует о вас загаданный человек вот в такой вот недружелюбной, как говорится, обстановке, да. Давайте попробуем разобраться. Ну что ж, давайте посмотрим сперва, обманывает ли он вас или нет. Обманывает он вас или нет. Говорит ли он правду. Ну, я вам так скажу, он говорит ту правду, которая нужна по ситуации. В принципе, где-то 50 на 50. Половина правда, половина ложь. По умеренности здесь сублимация, да, такая, объединение темного с белым. То есть он искусно лжет, искусно. Мешает ли вам это? Ну, как минимум это вас останавливает. Давайте посмотрим, этот человек может нести вам опасность или нет. Ну, если вы встанете у него на пути и будете ему мешать, он вас раздавит. Потенциально да, опять-таки, но все зависит от того, знаете, как 80% успеха это оказаться в нужном месте в нужное время. По-моему, это фраза там какого-то актера, да. Ну, пусть это будет фраза актера, но вот вам на пути у него оказываться не стоит. Или на его путь вставать нельзя. Это опасно для вас. Поэтому потенциально опасен, когда он движется, и вы ему мешаете двигаться, этому человеку, таинственному воителю. Теперь смотрите, таинственный ритуал у нас есть. Давайте приоткроем его тайну, загадку. Что, с чем он связан? Этот таинственный ритуал что-то прекращает, ставит жирную точку в каком-то деле и может приносить, нести в себе потенциальную опасность, угрозу для даже жизни. Смотрите, 10 мечей, а здесь прям, ну там, условно говоря, 6 ножей в спине, да, очень много ножей в одном, ну, по соседству, да, то есть это очень нехороший обряд, который может разрывать отношения, уничтожать отношения, вредить жизни, здоровью и так далее. То есть от него, под действие этого обряда или на пути этого обряда, да, а это искусное колдовство, искусность тут есть, становиться нельзя или нежелательно. Окей. Хорошо. Почему-то хочется спросить, как исцелить эту травму? Можете воспринимать травму как последствие того, в что вы погрузились? Здесь темное какое-то дело сегодня. Смотрите, вообще это пятерка жезлов, это карта игры. Но здесь женщина как будто бы, знаете, вот трет, да, себя, чешется. Это, ну, я ее иногда называю карта чесотки, да. Убирать с себя что-то, счесывать, да, то есть... Как исцелить? Нужна динамика, нужно движение, нужен танец огня. Вот слышите, в танце огня. Может быть, это танец огня свечей, может быть, ваш танец. Как минимум, больше движения. Движение, игра в движении, или движение игры, или игра движения, вот даже вот так вот. По сути, нужны какие-то другие правила и... Где-то untouchable, неприкосновение какое-то. Почему-то у меня идет этот поток. Какая-то, может быть, мантия должна быть. Или защита.
Колдовство безумное. Дьявол. Видите, все-таки здесь дьявол, обман, колдовство и безумие. Оно рядом, и знаете, у меня такое ощущение, что вы как будто бы вляпались или ввязались в чужую игру, не в свою игру. И лучшее, что вы можете пока сделать вот по обстоятельствам в этих отношениях, это взять дистанцию, наблюдать и освобождать лично себя от не своего. Слышите, вот этот поток идет. Все, давайте, магии достаточно и разборок магических достаточно. Теперь пойдем мысли, чувства, действия. Что думает о вас или планы, да? Мысли, чувства, действия, планы. В мыслях вы его волнуете. Мужчина этот, скорее всего, скорпион, рыба или рак. Ну, здесь рак, а здесь скорпион. То есть вы его волнуете. Вы волнуете его душу. Он думает о том, что вы его беспокоите. То есть вы его задеваете каким-то образом. И действительно он, когда о вас думает, он беспокоится, да, от слова беспокойство. То есть вы не даете ему покоя. Что чувствует? Не может без вас, отвязаться от вас не может. Тут, знаете, от какой-то болезненной привязки к вам этот человек. В принципе, карта хорошая, но в контексте того, что я здесь вижу в фабуле, оно может быть как навязчивая идея. И, знаете, выходит так, что благими намерениями услана дорога в ад, да? А здесь дьявол. Это адский господин, да, или адский хозяин ада, да. Ну, давайте дальше. То есть в чувствах он горит вами. Или он как будто припекся к вам, этот мужчина. Планы, да он хочет с вами продолжать все. И как можно дольше. Но вот парадокс. Он вроде бы как... Вы его вроде как волнуете, и в чувствах он горит, кипит, прикипает к вам, да. И в планах вроде бы у него продолжать это. А все остальное против. Все остальное против. И такое ощущение, что либо в этого человека вселился бес, именно, да, или вы являетесь частью этой бесовской игры. Но я повторяюсь, да, вот она игра, а вот бес, а вот опасная игра. То есть по сути, поэтому вам и может быть и надо как-то отстраниться и понаблюдать со стороны. И untouchable — это не одевать чужую одежду, да, то есть очищаться от не своего. Понимаете, да? Потому что здесь наглость, она присутствует в этой колоде, да, но уж очень много нагих карт, да, вот прямо открытые карты и две открытых карты, да. Масса карт, где женщина в одежде, видите, одежда, ну, давайте, одежда, да, то есть есть одетые карты, да, то есть они есть здесь, их хватает, вот одежда и так далее, одежда, прикрытость, да, то есть... Как будто бы, знаете, вы идете беззащитно в это. То есть как будто бы вы не ожидали этого. То есть не чувствовали какой-то беды, зла, опасности. И ничто не предвещало, как говорится, поворота не туда. Да, вот так. Ну окей. Как минимум, если откинуть магию, то здесь такая ситуация. Мужчина к вам расположен ок. В чувствах ок. В планах ок. Но кому-то это очень мешает. Может вдове, а может быть просто еще какому-то мужчине. То есть это может быть тогда бывший ваш партнер. Ну, если женщина гадает, то тут бывший мужчина может мешать. Понимаете. Ну или женщина-завистница тогда, обманщица, которая тогда работает через какого-то мага-колдуна. Скорее всего, работает именно мужчина, да, вот с точки зрения магии, да, вот если магию взять.
Хорошо. Да ничего тут хорошего сегодня. Ну такое что-то, да? Какое-то с привкусом смолы. Смолы горячей, да? Стоит ли дальше играть в эту игру? Давайте перепроверим просто. Нужно отдохнуть от этого. Вам нужно отстраниться. Оно может вас довести до отчаяния и до вообще очень плохой ситуации. Видите, здесь змея на шее у этого человека. И вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому я это не говорю. Потому что вы можете это понять. Слышите, да? То есть, стоит ли продолжать? Вам нужно, знаете как, одуматься, опомниться, успокоиться и угомониться пока что. То есть нужно взять паузу. Слышите, да? Что там адские силы? Что там, как темные силы будут себя вести в ближайшем будущем? Как они будут проявляться? Ну, смотрите. Здесь мужчина будет неадекватно себя вести. И адские силы попытаются взять власть, как минимум, над мужчиной. Поэтому вам и нужно быть аккуратным. Сейчас, если у вас какая-то ссора, если у вас какой-то конфликт, вам лучше отойти в сторону и понаблюдать, посмотреть со стороны за тем, что происходит. Не ввязываться в это. Или если вас будут ввязывать, вам нужно как бы отстранение. Не участие здесь. Пусть лучше за вас кто-то сделает эту работу, да, ну, там, участие какое-то, да, там пусть молятся священники или работают колдуны за вас, но вы как бы умываете руки, вы сюда не влазите, вы как бы отстранены по 4 чаш, да, это не ваше, да, то есть это не ваше. Вот знаете, как в психологии есть такой ход, ну, как бы проработанный психолог, если его пытаются заманить там или как бы зацепить, он осознанно говорит, так это не мое, да, вот, то есть он дает, и у вас тут как бы вы не ввязываетесь в это дело, вы наоборот как бы снимаете с себя негативную энергию эту, да, то есть вы как бы даете этому мужчине справляться с этой ситуацией самостоятельно, а сами справляйтесь со своей ситуацией. То есть, ну, на какой период вам это можно сделать? Ну, 4 недельки до месяца. Подождать, переждать, да. Лучше займитесь своим лечением, своим исцелением, своей чисткой. А мужчина должен столкнуться с адскими какими-то силами, проблемами. А для чего ему это? Для того, чтобы он проработал свою мужественность, мужскость, да, вот энергию свою, да, энергию власти, энергию Юпитера, власти над собой, над своими чувствами, энергию Творца. То есть мужчине готовится какое-то испытание, а вам как женщине нужно, ну вот, не вмешиваться и все в это. Или как можно более обтекаемой быть в этой ситуации. Вот умеренность, она, как, знаешь, вашим и нашим вот, пропетлять нужно, да, в этой сложной ситуации. Иногда такое нужно. Не всегда нужно идти на защиту, вставать там, встречать грудью огонь. Нет, это не ваша, по сути, как бы не ваша игра. Понимаете, в чем как бы проблема? Испытывает ли он искренние чувства? Вот эти чувства к вам, они искренние, потому что здесь с одной стороны страсть, с другой стороны какой-то обман, да? Искренние ли эти чувства? Да, они чисты. То есть этот мужчина может открывать к вам искренние чистые чувства. Звезда, и вы для него истинная женщина, чистая звезда. Вот поэтому я и говорю, что вам нужно быть чистой, очищенной. Поэтому, знаете, вот я правильно вот это предчувствовал, что как будто бы вам чужая одежда не идет. Ой, кстати, у меня из потока, знаете, что идет? Если вам подарили какую-то рубашку, халат, ну, одежду, вам от нее нужно избавиться. В ней может быть часть какой-то игры, которая темная, и вам она не принадлежит. Особенно если у вас от этой рубашки или от этой одежды прямо какой-то зуд, и вы хотите как будто бы ее с тела снять, да, с себя столкнуть по вот этой карте. Интересный сегодня расклад. Насколько сильно он вас, ну давайте
не может отпустить, любит и принимает такой, как вы есть. Ну, здесь сомнения такие прям есть. Иногда он колебается. И, знаете, он вас-то любит сильно и испытывает сильные чувства. Но вот это вот то, что на него идет со стороны, то он не всегда уверен в достижении цели. Здесь, смотрите, 17 вот этот аркан, и вот этот аркан с этим дает 17. То есть вам быстро в этой ситуации не получится с этим человеком. То есть это игра в долгую. То есть это не блиц отношения, а медленные отношения. Поэтому он и не может торопиться. Он бы, может быть, даже и хотел побыстрее. Вот семерка, да, это скорость. А он не может побыстрее. Он бы и хотел бы вот все решить быстро, а не может. Он сомневается в успехе. Даже сомневается в своих силах. Это сомнение в силах часто, да. Вот она сила. Хорошо. Давайте еще спросим, что в перспективе и что в итоге. Потому что есть тайный обряд, который все прекращает. Но у него надежды на продолжение. Получится ли продавить это? Да? Получится ли это продавить у него? Получится ли у него, у мужчины? Да? Ой, высокие риски, что не получится. Пятерка прям пентаклей выпадает. И 7 и 5, 12 зависимость. Да? То есть это как минимум не быстро, это точно. Потому что звезда это долго. А 7 и 5 это попасть в какую-то западню. Этот человек может попасть в обстоятельства, в какую-то западню. И быстро это не решится. Вообще, центральной картой этого расклада является 10 мечей. И 10 мечей это вообще прекращение. Поэтому здесь даже если что-то получится потом, это уже хорошо. Потому что все стоит на грани прекращения, на грани фола. И на грани того, что скатится в темный какой-то мир, в пропасть. В самую темную пропасть закатится. Да, это вот есть такой в обряде, да, есть наговор, да. И вот оно пока что почему-то у меня такое идет, как будто бы оно катится по наклонной вниз. Но поэтому вам и нельзя в этой колеснице катиться с ним вниз. Здесь почему-то у меня такое ощущение, что мужчина несет полную ответственность. Не знаю, видите, я здесь с женщиной снимаю ответственность, а на мужчину возлагаю ответственность. Почему это идет? Не знаю. Это поток, объяснить не могу. И, наверное, из-за того, что император под дьяволом, под каким-то колдуном, вот здесь вот эта карта играет роль больше всего. Да? Мужчина на какой-то своей цели так сильно сконцентрировался, что где-то потерял, может быть, контроль над реальностью, или под контроль над истиной, или контроль над разумом, да, и теперь должен за это отвечать. Ну вот, почему-то такое идет поток. Окей. Хорошо. Вот вы, допустим, начали отстранились, да, вот отстранились, как бы самоустранились, в сторону отошли, наблюдаете, исцеляете себя и занимаетесь собой. И что в конечном итоге, что вам это даст? То есть такая, знаете, как спасет вас пасивная бездіяльність, да, це українською як пассивная бездеятельность, да. Но это будет как предательство все-таки. Видите, как-то парадокс идет и противоречие. Не знаю, я не знаю, как вы воспримете эту карту. Вообще пятерка мечей это предательство или, знаете, высшее эго только для себя такое. Ну хорошо, смотрите, я вынужден сказать, это будет как предательство. Все. Давайте уточняющую карту. Хорошо, а что вы сможете сделать? Что вы сможете сделать тогда? Объединять усилия. Но, смотрите, объединять усилия, объединять чувства. И тут как бы прилагать еще или привлекать еще каких-то других людей сюда.
Будьте осторожны с этим. Я бы вам пока все равно рекомендовал отстраниться, либо досмотреть свою ситуацию в индивидуальном порядке. Это общий расклад. На нем часто много парадоксов в общих раскладах. И вы, конечно, услышите свое здесь, в этом раскладе. Но в общем, если вы самоустранитесь, это будет как предательство выглядеть. Но весь расклад говорит вам: отойди в сторону, понаблюдай. Может быть, если вас попросят, вот только тогда. Потому что есть такое золотое правило: не проси, бо дадуть, и не делай, если не просят, да, вот так. Хорошо, в конечном итоге император, во что он трансформируется после вот этих десяток мечей? Но он или полностью станет совершенно другим, или вообще перейдет в мир иной. Вообще карта такая, она часто говорит об отходе в другой мир. И может ли она говорить о 13-м аркане, о смерти? Да? Да, она может об этом говорить. Но либо он полностью изменится, либо он будет жить в другом мире вообще, этот человек, этот император. Поэтому это испытание именно получается для мужчины, для императора. Все-таки давайте совет Таро в этой ситуации. Здесь просто очень сложный расклад выпал сегодня, такой не розовый, да? Совет Таро: повешенный. Видите то, что я говорил? Вот он повешенный. 7 или висящий, да, давайте так. 7 и 5. Вот они, да, то есть судьба готовит мужчине очень сильное испытание, ловушку, в которую он может угодить, пройти по лезвию бритвы и рискует не вернуться. Это раз. И вот для того, чтобы вы не угодили в эту ловушку, вам, скорее всего, вот она петля, это видите, чтобы вы не угодили в эту петлю, вот я о ней вам говорил, вам нужно отстраниться. Вы видите, как карты выпадают? Лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации: во-первых, это забота о детях, забота о финансах. И воспринимать все, что не происходит, к лучшему. Все равно здесь я воспринимаю как принимать только свою игру, не ввязываться в чужую игру. Что лучше делать и что лучше не делать? Что лучше делать? Контролировать огонь, контролировать магию, контролировать здоровье и контролировать мужчину. А что лучше не делать? Смотрите, лучше не умирать, как говорится, да, продолжать жить. Это лучше. Лучше полностью не отмораживаться, но контролировать сны и держать ситуацию как бы под контролем, но со стороны наблюдателя. Здесь вообще карта сновидения, и лучше спокойно сновидеть, нежели бодро участвовать в этом каком-то адском испытании, которое не является именно вашим. Потому что вот здесь весь расклад в чем? Суть расклада. Есть некая игра у мужчины, в которую он ввязан и в которой он, в принципе, есть автором, вовлекаясь в которую вы рискуете точно так же, как этот мужчина. А этот риск и эта часть кармы, она его. И объединяя себя с ним, вы не делаете лучше ни ему, ни себе. То есть, когда он входит в ваши отношения, он должен быть так же чист, как и вы. И отработать предыдущее свое, и отработав предыдущее свое, зайти в новый мир, в ваш, без связей с прошлым. Вот для этого ему это испытание и нужно. И если он выживает, да, в прямом смысле слова или образно, да, вот выживет, значит все, ваш новый мир, ваша новая вселенная зарождается, появляется. А не выживает, значит это не судьба вам быть вместе. Услышали, да? И, пожалуйста, вот поставьте на паузу и напишите, вот что вы услышали для себя, или, какие у вас чувства и переживания после этого расклада. И действительно, этот расклад можно расценивать с точки зрения как магии и мистики, так и просто обстоятельств, которые складываются
в вашому повсякденному биту. Я щиро бажаю вам світлого шляху, без зайвих сорочок, да, рубашок, без зайвих сорочок, які ви волею або неволею вдягли на себе. Світло вам та вашому всесвітові, і бажаю вам вдалого продовження цих складних стосунків, які розпочинаються або вже розпочались в цьому розкладі. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.